Я здесь из-за солнца, из-за моря. Муж киприот такой вот плохой, он там бросил 5 детей, кормить нечем, все. Поскольку Кипр южная страна, здесь много солнца, значит мужчины горячие. Мы также сидели и считали, сколько нам нужно денег для того, чтобы мы здесь смогли хотя бы выжить. Религия, она повсюду. Вот в Айанапе церковь, да, а наверху клубы. Если каждый день работать, там еле-еле 800 евро можно насобирать. Не хочу это говорить, это надо будет вырезать, нет. И не будет здесь такого жилья, где будет хороший, стандартный, там, 23 градуса, как в России, зимой дома. Не будет. Я здесь работаю, но я не чувствую, что я здесь работаю. Вот у меня такое ощущение, что я полгода в отпуске. Друзья, привет! Это новый выпуск моего канала «Ближе», и в этот раз я на Кипре. Как всегда, отдыхаю и не забываю снимать для вас интересный контент. Будет много красивых мест в этот раз: пляжей, городков, деревень, вкусной кухни и, конечно, несколько историй переезда, несколько историй людей, которые здесь оказались. Смотрите до конца, я расскажу, на каком пляже отдыхать лучше всего. Подписывайтесь, комментируйте. Поехали! Меня зовут Маша, я с Подмосковья, город Мытищи, живу на Кипре 3 года. Мне часто задают вопрос, как мы сюда приехали. Нет никакой сказочной истории, что мы там приехали когда-то и влюбились в остров, и потом что-то там сказочное произошло. Нет, такого не было. Муж захотел переехать в более комфортный климат и плюс в более интересные условия по работе. Я переезжать не хотела. Со временем я думала много об этом, подумала, что почему бы не попробовать, и мы поехали. До того, как переехать, мы объездили, лично я, где-то около 50 стран, и Кипр это было не какое-то решение, что вот именно на Кипр хотим, нет. Мы смотрели разные страны, теплые, мы смотрели Таиланд, Сингапур, Вьетнам, по-моему, Малайзию, естественно. Испанию я сразу отмела, потому что у нас была неудачная поездка там, и Кипр в том числе мы рассматривали, откуда было самое выгодное предложение по переезду по работе, мы туда и поехали. Привет! Меня зовут Оля, мне 23 года. Я из Риги, из Латвии. На Кипре я с 19 года. Первый раз приехала на практику от университета, потому что я училась на гостиничный бизнес, управление бизнесом в туристической сфере и специализация гостиничный бизнес. Приехала на практику на 6 месяцев. Хотела в какую-то солнечную, теплую страну поехать, и вот как-то пал выбор на Кипр, потому что все друзья мне как-то вот советовали: Оля, надо поехать на Кипр, там так классно, здорово. И я решила попробовать. Почему-то вот как-то Испания, был еще вариант Греция, но выбрала именно Кипр. Из Риги проще попасть, потому что это часть Евросоюза, по документам вам очень просто сюда приехать или нет? Если ты гражданин Евросоюза, да, очень легко попасть на Кипр, потому что в Евросоюзе есть такая единая система, да, что ты можешь работать в любой стране, и тебе засчитывается это в твой стаж, за тебя платят налоги. Это очень удобно, да. А теперь ты, получается, как на контракте, это ты как бы уже просто полноценно работаешь и деньги получаешь, как бы обычно, да? Да, то есть, когда я была на практике, я ехала через специальное агентство по трудоустройству на Кипре. Сейчас у меня уже прямой контракт с отелем. То есть, я правильно понимаю, муж работает физически здесь, он не удаленщик? Да. Вот тогда мы сейчас сразу неожиданно перейдем к вопросу про трудоустройство тогда. Как вообще с этим, если ты... Я понимаю, что если у тебя есть там деньги, удаленная работа, что-то где-то там бизнес сдается, это, конечно, очень просто. А если ты не имеешь этого всего? Здесь вообще реально иностранцу найти работу? Да, я могу даже рассказать, то, как мы переехали, и пару историй своих знакомых, которые сюда переехали. На мой взгляд, вообще каким-то непостижимым образом, как им это удалось, мне до сих пор непонятно. Соответственно, муж искал работу, он айтишник. Здесь айтишникам гораздо проще устроиться, здесь они востребованы, здесь много форекса, брокеров, поэтому именно вот
профессиями такого плана сюда прям можно смело ехать, и зарплаты неплохие, и востребованность. По законодательству, если открывается фирма, то номинальным директором должен быть киприот, но при этом сама компания может быть русская. Любая, не знаю, болгарская, румынская, английская. И, наверное, какой-то минимум, там, я не знаю, человек должно работать местных, да, чтобы... Да, есть определенный процент людей, которые должны именно местных работать. И чтобы не думали, что прям пипец как сложно устроиться, коллега моего мужа, он просто приехал первый раз в своей жизни за границу к своим каким-то друзьям, просто на HeadHunter разместил вакансию, и что, не вакансию, а резюме, и что он находится прямо сейчас на Кипре, его пригласили на собеседование, сразу выдали оффер, он уехал домой, собрал вещи и приехал сюда работать. Ого! Ну, он уже, правда, уехал, что-то ему не понравилось. Вот язык, на каком языке? Английский основной. А вот этот греческий местный, он не нужен? Он нужен для натурализации, то есть для получения гражданства, для общения с местными. И так как здесь больше все на связях, то, конечно, было бы неплохо понимать вообще, о чем люди говорят. Я учу греческий, муж тоже учит греческий. А вот вопреки распространенному мнению, он легкий, нет? Он гораздо легче, чем русский, но гораздо сложнее, чем английский. Ну, то есть там есть некоторая такая падежная форма небольшая, как в английском. Там видоизменяются глаголы, когда разное время. Иногда меняются так, что даже вот в настоящем один вариант слова, в будущем абсолютно другой. Ну, вот скажи, ты вообще человек уникальный, родившийся в Европе сразу, да, я так понимаю? Да. То есть ты почему-то откуда-то русский так хорошо знаешь. Мне казалось, современное поколение не знает там русский. Я просто не была в Риге. Сейчас расскажу. В Эстонии, Да. я была в Вильнюсе, это Литва. Литва. А вот, в Риге не была. Короче, я к чему? Да. Вот ты как человек особенный из другой страны, но европейской, скажи мне, чем киприоты принципиально отличаются вот от латвийцев, например, от других вообще европейцев, по-твоему? Вот что для тебя здесь необычного или другого? Очень интересный вопрос. Вообще, у меня мама из России, папа из Украины. Когда был Советский Союз, они приехали в Латвию учиться. И, значит, так познакомились, и я уже родилась в Латвии. То есть мама приняла гражданство. Я также родилась в Польше, но мои не остались. В принципе. Интересно. И, значит, я получила тоже гражданство латвийское. Продолжаем жить в Латвии с родителями. То есть я здесь просто на контракт приезжаю, потом обратно в Латвию еду. То есть я, получается, вот русская, то есть я считаю себя русской, но, да, я не считаю себя латышкой, да, я себя считаю русской. Потому что у меня родной язык русский, я православная, у меня родственники все живут в России и в Украине. То есть в Латвии у меня вообще родственников нет, только родителя. Ну, ты говоришь наверняка на языке же, да? Да, ну, конечно, на латышском говорю. Ты училась. Я говорю на русском, на латышском, на английском, немецком, испанском, французском. Чуть-чуть греческий знаю, ну почти 7 языков. Офигеть. Туризм — это моя страсть. Я очень люблю общаться с людьми, очень люблю иностранные языки, очень люблю делать людей счастливыми. Слушай, здорово. Ну так, по-твоему, вот здесь чем люди вот отличаются от латвийцев, например, латышей, господи, латвийцев? Да. Режим это латышей. Чем отличаются? Очень открытые здесь люди. Мне это очень нравится, то, что они очень открыты, они не стесняются говорить на любую тему. Они очень позитивные, они умеют получать от жизни кайф. Латвийцы очень замкнутые, такие интроверты. Вот страна интровертов Латвия, я бы сказала. Чем это связано, как тебе кажется? Мне кажется, из-за того, что мы находимся как бы в Северной Европе, с климатом связано. С климатом 100%, потому что вот почему я на Кипре. Не столько тут зарплаты. Я могу в Латвии такую же зарплату даже больше зарабатывать. Я здесь из-за солнца, из-за моря. Приезжаешь когда и уезжаешь когда? В зависимости от сезона, я помню, что в 2019 году было с 1 апреля, в этом году было с 15 мая и до конца ноября. Ты в следующем году тоже поедешь? Да! Ты уже точно, уже все решила? Ну, 99% что да, да.
В этом выпуске будет много пляжей, много моря. Мы в первый раз приехали в Никосию, так называется столица Кипра на английском, Левкосия на греческом и Левкаша на турецком. Я сегодня выяснила, перед тем, как приехать сюда, очень приятный город, неожиданно зеленый, с неожиданной интересной архитектурой, чистый и красивый. Я думаю, мой монтажер вставит сейчас много-много различных видов этого города. Наслаждайтесь! Ты сказала про гражданство, то есть, я так понимаю, его здесь реально получить? По натурализации, да, надо прожить 7 лет, именно не выезжая с Кипра. Ну, то есть ты выезжать можешь, но в совокупности дней, прожитых здесь, должно быть не менее 7 лет. По всяким вот этим бытовым штукам тогда, с квартирами, с покупками, с арендами, вы снимаете, правильно? Вот расскажи эту часть жизни, она же безумно важная. Про аренду. Самая дорогая аренда жилья в Лимассоле, потому что в Лимассоле самый большой процент русскоязычного населения. С каждым годом аренда реально растет, но при этом все равно можно попробовать что-то поискать. В среднем начинается именно в Лимассоле, наверное, от 700 евро за квартиру. Однокомнатная квартира, здесь немножко по-другому считаются комнаты, то есть здесь, студия, понятно, что есть, но в целом здесь обычно идет по спальням, то есть односпальная, двухспальная, и если есть отдельно гостиная и отдельно кухня, это не считается за комнаты, это просто дополнительное помещение. Мы арендовали дом трехбедрумный, то есть 3 спальни было. Помимо этого у нас была отдельная кухня, что здесь не так часто бывает. У нас была гостиная и такая небольшая маленькая, такая комнатушка с дверью небольшая, мы ее как кабинет использовали. Это в Лимассоле. Я не могу сказать, сколько конкретно нам стоило. В среднем от 700 евро начинается аренда, от 1000, наверное, будет уже трехспальное что-то. А в это включены вот эти всякие коммунальные платежи? Здесь как таковых коммунальных платежей нет. Имеется в виду, если свет, вода, это отдельно. И это существенная цена, поэтому никто это, как правило, не включает. Можно найти, допустим, студию, где они включат все, но либо там, возможно, стоят солнечные батареи, поэтому электричество недорогое, либо там будет условие, что должен жить, например, только один человек. Припеваючи. Слушай, ты наверняка здесь не снимаешь же сама квартиру, тебе как-то отель предоставляет жилье, но ты вообще наблюдала, замечала, где жизнь дороже, вот у вас или здесь все-таки, где, не знаю, дешевле или проще? Мне жилье предоставляет отель. Вообще всем работникам в основном, в Айанапе, в Атарасе, нам предоставляют апартаменты от отеля. Довольно-таки близко, 15 минуточек отсюда пешком. Жизнь где дороже? Если мы берем Айанапу, то здесь жизнь дороже, чем в других городах Кипра. Даже в том же Протарасе, уже дешевле, потому что там есть большой магазин Lidl, и там намного все дешевле. Эти маленькие ларечки, которые здесь в Айанапе, здесь, конечно, цены накручены, потому что для туристов, соответственно, это туристический город. Если мы едем в Ларнаку, там будет еще дешевле. Примерно уровень цен такой же, как в Латвии, я бы сказала, не дороже здесь, не дороже. Про деньги мы говорили. Да. Вот если брать какую-то такую общую историю, сколько здесь нужно для комфортного проживания? Сделай поправку на то, что семья просто 2 взрослых, если без детей. С детьми это вообще отдельная история. Мы как-то на Фейсбуке обсуждали как раз, сколько здесь нужно минимум. Как раз был запрос, какая-то девочка хотела переехать и спрашивала. И цифры очень разные, потому что у всех разные потребности. Кому-то надо ходить в рестораны 3 раза в неделю или 5 раз в неделю на бизнес-ланч ходить. Кому-то достаточно раз в месяц ходить. А кому-то достаточно греческой, условно бесплатной школы. Кому-то надо английскую, или даже русскую. Русскую тоже не дешевая.
Кому-то надо, чтобы у каждого своя комната была, кому-то студии будет достаточно. То есть очень все разное, поэтому здесь надо реально для каждого садиться и просчитывать. Мы также сидели и считали, сколько нам нужно денег для того, чтобы мы здесь смогли хотя бы выжить. Ну, то есть хотя бы первичные потребности были все закрыты. Ну и вот считайте, допустим, 2 человека, минимум 700 евро у вас квартира. На бензин, ну, пускай будет там 200 евро в месяц, плюс, допустим, на еду, ну, там в районе 300-500. Опять-таки, кто что ест. Кто ест мясо, кто не ест мясо, да, и им, соответственно, надо какие-то более, или там ПП без глютена, это, естественно, самое дорогое, да. Вот, потом, что вы будете покупать себе из одежды и будете ли. Надо не забыть о том, что когда вы только сюда переедете, у вас в любом случае будут расходы, потому что, ну, вы не в курсе, наверное, сейчас, живя в России, что люди спят на какой-то электрической подогреваемой простыни. Ну, потому что зачем она вам, у вас ее нет. Скорее всего, вы ее будете покупать. И вот таких вот нюансов, там, тапочки вот на толстой подошве с начесом, желательно 2 пары, там, пижам надо побольше. Вы все равно, вам придется ради, там, жизни здесь что-то докупать. Ну, лично мне кажется, ну вот 2500 на двоих, но это более-менее нормально, особенно для Лимассола. Можно прожить и на, там, условно, на 1500 евро вдвоем. Можно, конечно. Вопрос, какой смысл сюда ехать, чтобы, ну, выбирать, где подешевле продукты, где подешевле заправка на нее ездить, или там, где подешевле таверна. Ну. А у местных какая средняя зарплата, ты знаешь? Насколько я слышала, то есть, естественно, я не могу ни у кого напрямую спросить, а сколько тебе платят, небольшая. Ну, то есть тоже от 800 до 1500, но у них есть одно неоспоримое преимущество. Как правило, им не надо снимать жилье. Они живут все скопом, большими семьями в доме. Ну, то есть убери из расходов достаточно существенную часть в виде оплаты жилья, все, уже руки более развязаны. Знаменитый магазин. Все, кто бывал на Кипре, и наверняка те, кто переехал, вот сюда постоянно ходят. Сейчас покажу, что внутри. В общем, всякая всячина за недорого. Тут море всего просто. Да, вот всякие новогодние уже тема пошла. Так, вот евро 49, евро 79. Еще есть одежда, разные подушки, утварь для дома. Вот такие цены приблизительно. В общем, гигантский просто магазин с гигантским выбором. Ну и на первый взгляд с очень небольшими ценами. Можешь вот так меня сфотографировать? Мам, смотри. Слушай, ну вот если у тебя такая любовь к Кипру, не было ли у тебя мысли переехать, остаться совсем? Вообще, как бы, были у тебя такие мысли или нет? У меня были мысли переехать на Кипр, да, но пока что меня устраивает такой вариант, что я работаю здесь 7 месяцев, потом уезжаю домой, просто отдыхаю, встречаюсь с родителями, с друзьями. Хотелось бы переехать, да, хотелось бы переехать однозначно, но специфика работы вот именно в районе Фомагуста, это вот Протараса и Анапа, то, что здесь отели открываются только вот, ну, примерно вот на полгода, на 7 месяцев, на сезон. То есть зимой большинство отелей не работают. Поэтому чем здесь заниматься зимой, не знаю. Можно поехать в другой город, конечно, работать там в Лимассол, в Ларнаку. Но, допустим, в этом сезоне я решила для себя, что я поеду домой. По документам, если я решу здесь остаться, это будет просто, да, потому что я гражданка Евросоюза. По большому счету, мне никаких специальных документов для этого делать не нужно. Я просто могу снимать квартиру и просто здесь жить. Если я захочу оформить вид на жительство, это тоже проблем нет. Там нужно будет пойти в специальную контору, оформить бумаги, заплатить там какой-то взнос 40 евро, да. Это для того, чтобы, если, допустим, мне понадобится к доктору идти, то мне не нужно будет там за прием платить доктору, или там какие-то минимальный взнос, там 2-4 евро, что-то такое. То есть, чтобы они меня включили в систему здравоохранения, сделать вот этот вид на жительство. А так можно и без вида на жительство жить спокойно. Можно какой-то ликбез? Вот, допустим, если человек собирается переехать, да? Вот какое-то краткое описание, может, характеристики, особенности каждого города, куда, в принципе, переезжают и где, в принципе, я так понимаю, в Лимассоле больше всего наших. Почему, опять-таки? В Лимассоле больше наших, потому что там
работодателей много. Ну, то есть приглашают на работу, офис в Лимассоле, соответственно, ну, и живут в Лимассоле. Хорошо, а ты почему в Ларнаке? А потому что муж нашел себе другую работу, она находится в Никосии, и для нас Ларнака это что-то между... Ну, то есть мы пробовали оставаться в Лимассоле, слишком долго ездить, и Ларнака это такое нейтральное. Я была готова переехать в Никосию, он захотел Ларнаку, потому что он катается с парусом достаточно часто, и как раз станция здесь, мы подумали, что ну попробуем здесь поискать, если найдем, хорошо, не найдем, поедем в Никосию. Нашли, вот сейчас пробуем, будем смотреть, как дальше. Ну и плюс, если вдруг очередной локдаун будет, мы сейчас живем, так скажем, в закрытом комплексе, мы и по комплексу погулять можем, у нас там, если что, есть бассейн, у нас есть там спортзал, то есть, ну, такая единица самостоятельная, то есть там можно спокойно находиться, и никто особо не будет приезжать и проверять. Как, кстати, вот коронавирус, весь этот карантин вот Кипр пережил? Есть ощущение, что достаточно расслаблено здесь на этот счет или нет? Ну, пережил в плане, если работа, ну, тяжело, потому что здесь не так сильно развит онлайн, как в России, например. И, конечно, здесь доставка, прям уровень доставки очень сильно подрос именно после карантина. Это плюс. Да, потому что, мне кажется, когда мы переезжали в 2018 году, мне кажется, вообще тут доставки как таковой не было. Ну, допустим, была какая-то пиццерия, которая сама и возила. А так, чтобы сервисы какие-то, вот Фуди у нас появился, мне кажется, в 2019 году. Ну, либо я, может быть, не в курсе была. Вольт, Болт появились уже прям относительно недавно. А с точки зрения человеческого фактора, вот какая-то, может, истерия, я не знаю, то, что сейчас туристы поехали, а раньше не ездили, сильно ли это как-то отразилось? Я просто пытаюсь, знаешь, понять, вот смотрю на людей, думаю, вроде все расслаблены, но при этом все законопослушные, то есть там все там, где надо, в масочках сидят, а мы-то как бы приезжаем отдыхать, и я думаю, вот, что они про нас внутри думают себя, думаю, нафига вы нам с большой земли везете все? Во-первых, в этом году, вот я работаю сейчас в туризме, и со всеми, с кем я общаюсь, мы все сошлись во мнении, хорошо, что работы дофига. В этом году реально очень много было туристов, до сих пор они у нас еще есть, реально очень сильно все загружены, но мы при этом, когда об этом общаемся, мы говорим, хорошо, что так, пускай лучше будет так, чем не будет работы вообще, как это было в прошлом летом. По поводу, что думают местные о туристах, в тот момент, когда открыли сюда въезд для России, я просто расскажу, чтобы было понимание, как это все происходило. Мы сидели дома, у нас был разрешен выход дважды в день по смс-кам, до 3 часов один выход, а туристы прилетают, им можно все. Мы просто ненавидели, вот честно, потому что это настолько несправедливо, это настолько было обидно. Выходили тоже и забастовки у нас были. Помимо блога, ты говоришь, я работаю. Скажи, чем ты занимаешься? И отсюда второй вопрос. Как, опять-таки, местные реагируют на то, что иностранцы приезжают и работают, как бы забирают их рабочие места? Ну, условно. Я сейчас работаю, ну как работаю, я уже закончила работать, потому что мой сезон закончился. Я работала в туризме, это принимающая сторона. Мы партнеры Библиоглобуса, курировала туристов, какие-то экскурсии, может быть, организовывала. Групповые у нас там тоже были, приезжали ребята документами, ну, в общем, как офисный сотрудник больше. То есть я не представитель, который ездит там в аэропорт забирать людей. Все, что касается туризма, гораздо проще, потому что это оформляется немножко по-другому. Это, можно так сказать, как командировка. Поэтому здесь именно с точки зрения забирать работу нет, в туризме очень мало платят. Ну, прям очень мало. Если бы... тоже, да? В принципе, в сфере туризма платят очень мало. Я могу просто такие вырванные взять зарплаты. Я слышала, у меня знакомая работала в отеле на ресепшн 6 дней в неделю с 4, по-моему, до 9 вечера и платили 800 евро. Ну, то есть для меня это неадекватно и дорого, ну, очень сложно, и при этом очень маленькая зарплата, и при этом там требовалось знание русского, английского, греческого. Потом еще я слышала цены, то есть, допустим, если работать на вот этих морских прогулках на корабликах,
ну, где-то, по-моему, там за выход, вот как гиду, сопровождающему, платят 25 или 30 евро, что-то вот такое. То есть, если каждый день работать, там еле-еле 800 евро можно насобирать. Теперь, ну, для России, кажется, 800 это типа, да, офигенная зарплата. А вот теперь смотрите, в Лимассоле аренда от 700 евро, ну, как бы все. Ну, хорошо, в Ларнаке аренда будет ниже, от 400 евро. Здесь однокомнатные квартиры начинаются. И вот смотри, у тебя ползарплаты ушло на аренду, если... Ну, вот я жила бы одна, да? Все, 800 евро, половина у меня на аренду. Наверное, где-то около там 50-70 евро была бы свет, вода. Бензин здесь тоже достаточно дорогой. Машина, соответственно, нужна, потому что здесь без машины очень сложно передвигаться. Ну и как бы все, ты живешь прям настолько вот вписываясь еле-еле в бюджет, что не всегда есть понимание, ну, для чего. То есть, ну, я замужем, у меня муж, он зарабатывает, и я не трачу деньги, естественно, на аренду жилья. Машину мы купили, потому что мы в России продали, то есть тоже у нас это не было какими-то там дополнительными сборами уже здесь, откладывать, там, копить. То есть все деньги, которые я зарабатываю, по сути, ну, вот тратятся там на еду, на какие-то косметологические процедуры, ну, там, на жизнь просто. Я с этих денег особо даже никуда съездить не могу пока что. Хотя с Кипра очень дешево летать. Мы купили билеты. Мой билет один с Ларнаки в Будапешт стоит 10 евро, обратно 30 евро. Я когда эти цены увидела, думаю, надо брать, все, полетели. Я стою, ну, чтобы выехать на круг, ну, просто стою, жду, пока проедет, мне уже сигналит. А я стою, думаю, а что ты мне... Ну, то есть это настолько уже от этого отвыкаешь, здесь, не, ну, как бы, чтобы здесь посигналили, ну, либо это русские будут... Извини, пожалуйста, сейчас... Поскольку Кипр южная страна, здесь много солнца, значит, мужчины горячие. Менталитет, конечно, латвийцев и киприотов очень отличается, да, они такие горячие, страстные. Но, как мне кажется, их больше интересует, вот если серьезные отношения, то больше с киприотками. С туристками это так, там, погулять. А Анапа вообще город не для серьезных отношений. Допустим, вот когда я сюда ехала, вот мне казалось, что я найду здесь свою чистую любовь. Мне все говорят, Анапа это не для серьезных отношений. Нет, здесь клубы, здесь курорт, и люди сюда приезжают для романов, скажем так. Просто роман на несколько дней, но не для серьезных отношений. Для серьезных отношений это Лимассол, Ларнака, Никосия. Тебе надо в те города, ты поняла, где работу искать надо. Поэтому я на отношениях не заморачиваюсь, у меня self-love, любовь к себе, и я просто вот кайфую от себя, кайфую от солнца, моря. Есть такая песня, вот в ТикТоке очень популярная. Hey, 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 I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Вот это вот про меня. Теперь с переводом для русскоязычной аудитории. В общем, эта мелодия про то, что я в отпуске, я на отдыхе. Каждый день я как будто бы в отпуске. И если тебе не нравится твоя жизнь, тогда иди и поменяй ее. Вот это вот мой девиз. Вот действительно, вот я здесь работаю, но я не чувствую, что я здесь работаю. Вот у меня такое ощущение, что я полгода в отпуске. Вот правда, слушай, полгода в отпуске. Я хожу на пляж, загораю. Вот все делаю как и туристы. Тоже на экскурсии езжу. Там в аквапарк, в разные города. График работы еще такой. Классный график работы с 7 до 3 или с 3 до 11. То есть я могу отдохнуть либо до работы, либо после работы. Это классно. Жизнь, кайф. Life is good. Даже на моем ногте это написано. Life is good. Классно. Слушай, местные, с человеческой точки зрения, есть у тебя абсолютно с ними общение? потрясающие люди, которые готовы помогать, которые улыбаются, которые добрые, отзывчивые. Вот опять-таки люди, это еще один фактор, ради которого есть смысл здесь жить. По общению, ну, у меня не так много, конечно, знакомых киприотов, но вот, например, женщина, у которой мы несколько лет снимали дом, от нее съехали, прям очень мне не хотелось от нее уезжать, и сама женщина по себе очень классная, и дома у нее были классные, потому что здесь обычно, конечно, просто белые стены, плиточный пол, кровать. Очень, достаточно, да, кстати, да. минималистично. А у нее прям она там и торшерчик какой-то поставит, какую-то вот там стульчик какой-то интересный, и картинку какую-нибудь повесит, и шторы у нее всегда были, то есть это же вообще...
Вот, да, ну то есть у нее действительно прям было уютно, классно. И когда мы от нее уже съехали, она нам даже делилась, прислала, у нее сын женился, и она даже прислала фотографии. То есть вот до такого, понимаете? То есть мы просто у нее арендовали жилье, ну то есть мы не дружили. Она всегда нас к себе как-то домой приглашала. То есть если, например, там как-то не получалось деньги, чтобы она заехала, забрала, и мы отвозили, она всегда нас звала домой, всегда у нее стояли в холодильнике какие-то напиточки такие маленькие, там сок или газировка какая-то, всегда нам что-то предлагала, то есть это люди, это вот прям, наверное, самое крутое, что здесь есть. Ты с местными с кем-то, вот тебе удалось подружиться или пообщаться с кем-то? Ну вот кто, вот, не знаю, кто, киприоты, греки, какие-то подружки, я не знаю, есть у тебя опыт какого-то? У меня есть друзья, и киприоты, и приезжие, здесь очень много работников из Болгарии, из Литвы у меня есть тоже друзья, из Латвии. Местные есть тоже друзья местные, да. Как ты их охарактеризуешь? Как они вообще? Если вот разницу с латвийцами проводить, то просто более дружелюбные, более теплые, как-то вот больше любви чувствуется. И вот от мужчин и от женщин как-то вот ласковости, любви, теплоты. Поскольку я здесь полгода, я уже действительно забыла, какие латвийские люди. Даже не хочу об этом думать, не знаю. Вот мне кажется, вот я сейчас вот поеду скоро домой, думаю, ой, грязь, слякоть, холод, депрессивные люди, замкнутые в себе. Вот прям даже не хочется, действительно. Но, с другой стороны, хочу поменять обстановочку немножко. Но здесь люди, мне кажется, что вот у них гостеприимство в крови. Куда бы ты ни пошел, знаешь ты этого человека, не знаешь, они вот выложатся для тебя на 100%. Ну, по крайней мере, вот я с таким сталкивалась. У меня была ситуация вот недавно, я пошла в другой отель, просто провести время там у бассейна. Ну и там официант меня спросил, ой, вы отдыхаете или как? Я говорю, нет, я работаю здесь в Айанапе. Он такой, знаете что, бесплатно для вас. Вот счет не оплачивайте, я для вас сделаю комплиментари бесплатно, потому что вы наша коллега, вы тоже работаете. Я в таком шоке была. То есть, обычно я как бы с официантами там, не особо раскрываю карты, что я здесь тоже работаю. Но вот здесь как-то вот так сказала, и он говорит, все для вас бесплатно. То есть для меня это был такой шок, потому что вы наша коллега. Боже мой. Это что-то по поводу изменения климата. Мы случайно поймали, какая-то митинг, забастовка. Вот то, что на английском про климат. Местная полиция. Наши теперь. Много здесь, я слышу же постоянно русскую речь, я знаю, что в принципе много здесь Украина, Россия, я не знаю, кто еще. Но, наверное, весь СНГ в каком-то количестве, да, присутствует. Общаетесь ли вы как-то? Как вообще люди реагируют друг на друга? Есть ли какая-то комьюнити, встречи? Вот что-то такое, в принципе, или это мимо тебя проходит все? Русскоговорящих, да, здесь действительно очень много. Комьюнити, конечно же, есть. Но, знаете, я когда ехала, я думала, что, когда люди там одной нации оказываются в другой стране, они начинают прям очень сильно сплочаться, объединяться. Я здесь... Да, это, к сожалению, не про русских. Единственное, ради чего они вообще просто без вопросов сплочаются, это... Или сплачиваются, как правильно. Короче, воссоединяются. Да, это помочь кому-то. Вот если на Facebook появляется сообщение, вот у меня там муж киприот такой вот плохой, он там бросил, и вот у меня 5 детей, и мне нечего, там их кормить нечем. Все, им тут же собирают вещи, им тут же собирают еду, кто-то находится, кто это все им еще и отвозит. Я думаю, серьезно? То есть, о чем вообще человек думал до того, как вот во всю эту ситуацию попасть? То есть, мне это странно. Но у нас здесь реально, я понимаю, что если вдруг я даже просить, наверное, все равно на Фейсбуке не стану ни о чем, но тем не менее, я понимаю, что если я попаду в какую-то экстренную ситуацию, действительно, может быть, деньги будут нужны, или даже жилье, или что-то еще, скорее всего, помогут. 99% помогут точно. Чихнул молодой человек. У тебя здесь нет чувства одиночества какого-то? Тоски, я не знаю. Одиночество — это все от человека изнутри идет. Здесь очень много людей уезжают, потому что скучно. Не скучно. Даже на карантине было не скучно. Серьезно. То есть
Если человеку скучно, скорее всего, проблема в самом человеке. Здесь до карантина такое количество фестивалей, замучаешься все объезжать. Ну, посмотрите, съездите в деревни близлежащие, изучайте рестораны, пляжи. Ну, вот до сих пор я не была на всех пляжах и во всех деревнях. Ну, не была. Ну, я и, наверное, за всю жизнь-то не успею объехать, несмотря на то, что остров небольшой. Но потому что заезжаешь в одну там деревеньку, просто стоишь, там так красиво, она горная, она всякими этими камушками выложена, там куча этих цветочков свисает, там какой-нибудь ручеек течет, там какой-нибудь красивый мостик венецианский. Все, и ты пошел там гулять, ну и целый день у тебя ушел. И ни в какую соседнюю деревню ты уже не доедешь. Про местных мы поговорили в позитивном ключе. Есть что-то, что тебе категорически здесь не нравится и сложно принять до сих пор? Есть вещи, которых мне не хватает. Это, например, допустим, вот в России есть Wildberries, есть Озон. Восхитительно, но здесь такого нет. Да. Получается. Но каждый раз, когда я прилетаю в Россию, думаю, ну, я сейчас, ну, или там, допустим, в принципе, больше магазинов, и цены чуть ниже даже в сетевых. Я каждый раз приезжаю, ну, думаю, сейчас я оторвусь. Ну, и захожу, и ничего там такого эдакого нет, чего нет здесь. И, ну, онлайн-шоппинг, ну, хорошо. То есть я привожу, например, всегда линзы из России, потому что здесь они очень дорогие. Кстати, онлайн-шоппинг, это же какая бизнес-идея? Удивительно, что нашу никто не сделали еще. Потому что дорого. Получается, здесь остров, и сюда транспортировать дорого. Сюда, да, а если пост, ну да, надо ввести. Ну, то есть ты все равно, ты пока везешь, уже это станет сразу дороже. У нас сейчас даже ввели налог на посылки, даже самые маленькие с Алиэкспресс. То есть раньше я себя радовала Алиэкспресс, я, допустим, себе там поназаказывала всякой фигни, и вот она мне потихонечку приходит там в течение какого-то времени, и все. А сейчас они ввели налог даже на самые маленькие посылки, неважно какая цена, все равно будешь платить. И я уже и это заказывать перестала, поэтому вот это, наверное, единственное, чего не хватает. Ну и плюс здесь тоже тяжеловато с мероприятиями именно такого какого-то масштабного формата, то есть как в России, например, сходить в консерваторию, но здесь такого нет. Но опять-таки я понимаю, что, ну, поеду я, ну и сходи, но я же не сходила, значит, не так оно мне и надо было. Ну, вот. Но мне кажется, знаешь, больше, по моим наблюдениям, больше расстраивает не то, что ты не можешь сходить, а отсутствие возможности. Да. То есть, бог с ней, с этой консерваторией, я в нее бы и так, может, и в Москве бы не пошла, но то, что есть вероятность, что, ага, может, я сегодня схожу. Но здесь я просто стала находить кафешки, где по каким-то вечерам есть живая музыка. Понятно, что киприоты, они все на таком лайте, что вот даже если заявлен там саксофонист, вот он пришел там, что-то выпил, потрындел, ну что-то там поиграл немножко, потом пошел что-то там настраивать, еще там походил со всеми, поздоровался, ну то есть вот в таком формате, и, конечно, ну, к этому надо перестроиться просто. Интересная особенность Никосии в том, что город буквально поделен на две части. Настоящей пограничной зоны, где действительно проверяют документы и куда просто так не попасть. Наверняка многие знают, что Кипр разделен на греческую часть и на турецкую часть, а все потому, что в 1974 году случилась гражданская война между турками-киприотами и греками-киприотами, и эта стена и буквально пограничная зона, это следствие этого конфликта. Сейчас мы находимся в Никосии или Левкосии, как говорят местные, и не можем попасть на ту сторону просто потому, что мы не взяли документы, хотя на самом деле это, в общем-то, несложно. Я так полагаю, что местные ходят туда-сюда без препятствий и проблем, просто показывая документы. Но как явление это очень необычно и очень интересно, потому что есть один город, но в нем две совершенно разные части и, по сути, две страны. Дома, стоящие на нынешней границе, буквально брошены, оставлены, потому что невозможно жить. Даже интересно, сколько лет они уже в таком состоянии. Я, знаешь, еще на какую серьезную тему хотела спросить. То, что я здесь заметила, и мне кажется, что они здесь прям очень религиозные. Да, замечала, что они религиозные. Допустим, в 2019 году, когда я первый раз приехала на Кипр, я обратила внимание на то, что у них в офисах, в банках везде стоят иконы. Для меня был такой шок вот прийти в банк, увидеть, что у каждого работника банка возле его компьютера стоят несколько икон.
на стенах иконы. То есть у нас такое видеть, да, вот в Латвии, там, в России, да, это, ну, как бы это шок был бы, да, и, как бы религия это что-то личное такое, да, и право каждого человека, там, кто верит, кто не верит, да, а здесь религия, она повсюду, то есть она неотделяема от образа жизни. Допустим, вот в Айанапе церковь, да, а наверху клубы. То есть вот такой вот тоже для меня шок был. Как это так? То есть для нас это когда ты идешь в церковь, ты должен быть в особом настроении, ты должен быть серьезным. Здесь нет. Здесь, допустим, если ты обратила внимание, женщины в церковь заходят без платка. Насколько я слышала, как мне одна киприотка объясняла, да, это такой как бы как протест местных женщин. Не хочу это говорить, это надо будет вырезать, нет. Поскольку есть конфликт у Кипра и у Турции, киприотские женщины, они не хотят быть похожими на турецких, то есть покрывать голову. Поэтому они считают, что мы свободные женщины, у нас христианство, мы можем не носить платок. Ну, такая вот у них своя теория, поэтому в церковь можно заходить без платка, в шортах, в майках тоже такое есть. Даже вот я была на службе в церкви, да, и тоже девушки многие были, сами киприотки, там в топиках, в шортах. Здесь к религии, скажем так, проще немного относятся, это образ жизни. При этом она супер важна, да, очень чтят все эти традиции, праздники церковные. По воскресеньям очень много людей приходят в церковь на службу, очень много очереди стоят. Мне это нравится. Это, кстати, один из факторов, почему я тоже приехала на Кипр, потому что он православный, здесь много церквей, это очень удобно, тебе не нужен особый повод для этого, идешь мимо, зашел. Слушай, а вот, кстати, медицинская помощь, роды те же для иностранцев, даже если ты здесь живешь, это вообще легко доступная история или нет? Если ты заболеваешь или... Здесь у всех медицинские страховки. То есть ты ее, по сути, покупаешь, оплачиваешь сам вот эту всю? Да, то есть если ты здесь живешь, неважно, работаешь ты, не работаешь, у тебя должна быть медицинская страховка, иначе тебе визу не дадут. Медицинские страховки разные есть. У нас, так как от работодателя у нас относительно большая, расширенная, но я знаю, у меня девочка, которая здесь именно живет просто по визитерской визе, которая полностью сама подавала документы, она взяла самую-самую минимальную, которая там покрывает какой-то процент от расходов. По поводу работы и рабочей атмосферы, вот все говорят, что они очень расслабленные, что они там вот медленно, все ленивые, даже вот в коллективе, в работе, конкретно даже вот в нашем отеле, вообще как у тебя ощущения рабочего процесса, как вообще это все устроено, какие там корпоративы, я не знаю вообще, как здесь работается. Рабочий процесс можно описать фразой из известной песни «На чиле, на расслабоне». Это правда. Здесь, даже вот работая здесь, ты ощущаешь себя как турист, потому что никто там тебя не торопит. По крайней мере, на ресепшене. Я не знаю про другие департаменты. Про ресепшн могу сказать, что у нас мир и любовь. Никто в стресс специально не впадает, никто там не суетится лишний раз, да, никто не сердится, никто не кричит друг на друга. Здесь вот, что я почувствовала, да, ощущение такой семьи. То есть все о друг друге заботятся так, как будто вот ты вот член моей семьи. Абсолютно можно с коллегами после работы сходить куда-то там на кофе, на мороженое, в бар. Это абсолютно нормально. У нас даже вот есть там экскурсии совместные, мы куда-то вот со всеми работниками едем там в горы, в ресторан. Иногда ходим тоже там, так, давайте сегодня соберемся все вместе, сходим там в рыбный ресторан. Да, абсолютно нормально, абсолютно нормально. Очень дружелюбно. Про легализацию в целом, чтобы именно с российским паспортом здесь жить, достаточно въехать по провизе, собрать документы, ну то есть там контракт на аренду, паспорт, там просто идет заявление плюс взнос. Если вы хотите здесь просто жить, не работая, вам достаточно визитерской визы, которая не предполагает право на работу, и показать баланс на карте в размере 10 тысяч евро. В принципе, можно через адвоката договориться и о меньшем депозите. Тогда надо будет дополнительно собирать еще документы, подтверждающие, что есть какой-то доход. И сколько ты в таком статусе можешь жить, получается? Первую визу дают на год, вторую, по-моему, тоже на год, потом дают на 2. Если ты хочешь работать, то ты сначала ищешь себе работу, дальше работодатель абсолютно сам за тебя все оформляет. Ну вот мы переезжали, у мужа был оффер, он прилетел. Единственное, вот геморрой был собрать документы, ну в плане там
диплом о высшем образовании, перевести на английский язык, заверить там этим апостилем, свидетельство о браке. Ну, у нас оно на греческом, потому что мы в Греции женились. Это единственная бумажка, которую нам не надо было переводить. Прям как это. Ну, мы как знали, да. Вот. Потом, значит, там еще какие-то свидетельства там о рождении, по-моему, тоже перевод, апостиль. Вот со всем этим только было немножко неудобно, потому что собери все эти документы, отнеси в перевод, потом еще апостиль. Вот это только геморно было, мы собирали это все. Когда мы уже сюда приехали, работодатель, в принципе, сделал все сам. Я только съездила, когда делаешь первый раз визу, нужно сдать анализ крови и флюорографию. Все, после этого я просто приехала в миграцию, меня сфоткали, я расписалась. Прямо на работе мужу отдали наши карточки. И все. Хочу еще рассказать про различия менталитета. Вот что для меня в первый год было таким, скажем так, культурным шоком здесь, на Кипре, да, вот различия моей культуры и на Кипре. Допустим, мы в Латвии очень любим тихо разговаривать, то есть у нас люди тихо, спокойно разговаривают. Здесь мне все постоянно говорили: говори громче, говори громче. Теперь, когда я прилетела в Латвию после первого сезона, мне все говорят: что ты так громко разговариваешь, я тебя слышу, я не глухой. Здесь очень громко разговаривают, очень громко. Иногда вот я даже обижалась. И все люди, вот, допустим, из Латвии, из Литвы, по крайней мере, точно, не знаю, как из России, но вот из наших балтийских стран, кто приезжает, они даже вот обижаются, оскорбляются тем, что вот киприоты так вот громко разговаривают. Иногда тебе кажется, что он на тебя кричит, но он не кричит, у него такая манера разговора. Так, я вам обещала рассказать про самый классный пляж. Я уже в аэропорту, поэтому в маске. Первое, что я хочу сказать, Кипр — это то место, где нужно обязательно брать машину в аренду. Это то место, где нельзя сидеть в одном отеле. Нужно ездить, нужно смотреть. Но движение левостороннее, такое британское, вот, это нужно понимать. Но ничего страшного в этом нет. Пляж. Это, возможно, субъективно, но мы проехали почти все пляжи в регионе Айанапы. И наш самый любимый пляж – это пляж Макронисос. Вот, наверное, появятся сейчас картинки. Его локация. Чище воды я не видела здесь. Пологий вход для деток. Прекрасный песочек. Обязательно туда съездите, вам гарантированно понравится. Даже несмотря на то, что есть море других бухт, пляжей, поездите, посмотрите, пишите. Любимая часть, моральная сторона вопроса. Особенно ты человек, вот как если ты столько стран посетила, то есть мне это, я где-то на половинку от твоего количества, может, чуть больше, но мне примерно понятно, когда у тебя есть такой опыт, бэкграунд, да, вот ты приезжаешь, ну, как бы, это не самая передовая страна, да, у нее есть свои нюансы. Вот твои вот эти ощущения, вот спустя 3 года, что тебя тогда поразило больше всего? Что тебя, может, до сих пор колбасит, от чего тебя, с чем тебе было сложно смириться, или удивилась, или наоборот восхитилась? Вот этот вот весь спектр эмоций, или ты уже ждешь, не дождешься, когда вы отсюда свалите, допустим. Или вот какие у тебя эмоции на этот счет? Ну, мы, наверное, одни из немногих, кто переезжал сюда осознанно. Мы готовились, мы считали, мы читали информацию, мы общались с теми, кто здесь живет. Мы понимали, куда мы едем, и мне кажется, это залог успеха для переезда абсолютно в любую страну мира. Мы знали, что здесь дороже, мы знали, сколько здесь будет стоить аренда жилья, мы понимали, что это очень существенная часть бюджета. Мы понимали, что с машинами тут тяжело, ну, в плане найти бэушную машину в адекватном состоянии, потому что не следят они здесь. Ну, нет у них такой психологии, что, ну, с машиной надо что-то делать. Ну, то есть она же ездит, в смысле менять масло? Она же ездит. Ну, то есть вот до такого, да. Мы понимали, что здесь меньше, так скажем, развита цивилизация в плане работающих магазинов вечером или там круглосуточно, в плане онлайн каких-то сервисов, доставки и так далее. Мы все это знали. Поэтому такого сильного разочарования или чтобы у нас там не совпало ожидание и реальность у нас не было. Было тяжело первую зиму, потому что как бы ты не был готов и как бы ты не подготовился к этой зиме, не купил бы все вышеперечисленное, да, о чем я рассказывала, то ты все равно не будешь готов к тому, что дома холоднее, чем на улице. И не будет здесь такого жилья, где будет хороший, стандартный там 23 градуса, как в России зимой дома. Не будет. Этим переездом, я не знаю, выиграла, может, приобрела что-то, вот какие-то такие у тебя были мысли? Ну, я не соревновалась с собой, чтобы понять, что я что-то выиграла. Ну, я не жалею.
Меня многие спрашивают, жалею ли я, не жалею. Не, я так вот категорично не люблю, я любой вообще как опыт воспринимаю, ну то есть, ну просто ты надумаешь, классно, я зато в тепле живу, допустим, да, у меня там морюшка там. Я даже не сравниваю, ну то есть у меня сейчас, я за собой заметила, вот ко мне прилетала мама сейчас, я заметила, что все, я уже начала говорить, у вас там. Не у нас, а у вас. Он говорит, как это у вас? У нас. Я говорю, ну вот у вас. Я говорю, у нас вот так, а у вас вот так. Ну, то есть я уже перестроилась, и я могу сказать, чем мне здесь очень нравится, и за что я пока даже не готова рассматривать варианты какие-то замены этого места, это безопасность. Безопасность, дружелюбие, то есть погода это самое последнее, и я не могу сказать, что здесь ну прям такая крутая погода, да, здесь зимой бывает и 20, и 25 градусов тепла у побережья, но ну как бы это не равно самое лучшее место в мире, да, то есть когда у нас, допустим, мы со знакомыми общаемся, говорим, вот у нас похолодало, у нас плюс 15, у нас крутит у виска. Они не понимают, что заложено под этими плюс 15, что это дома плюс 15, иногда 13. А если еще добавить влажность, то ощущение, что ты в сыром подвале. Ну, то есть вот много разных аспектов. Мы вот переехали в этом году в очередной раз, и я прям вот с замиранием сердца жду, когда же начнется зима, чтобы я понимала, будет ли комфортно и тепло, или опять придется искать жилье. Друзья, вот под такой замечательный, просто какой-то нереальный закат, который сегодня, я вот все смотрю туда, я хочу сказать, что Кипр это очень вкусно, это очень тепло, это очень гостеприимно. Обязательно приезжайте, даже если вы не собираетесь переезжать и не строите какие-то долгосрочные планы, просто приехать и побыть здесь туристом всегда очень-очень приятно. Подписывайтесь на канал, комментируйте, расскажите о своем опыте пребывания на этом чудесном острове. Пока!